Меня зовут Гузель, я из Перми. Мои родственники, моя вся семья из Бардымского района, и есть корни и в Октябрьском районе, Пермский край. Мои родители переехали в Пермь в студенческие годы, и так и обосновались здесь. Я, собственно, здесь тоже родилась. В Перми мое самое любимое место — это набережная. Всей душой люблю это место и вообще как место силы. Я люблю туда приходить с друзьями, одна, с малышом. У меня есть ребенок, и вот мы с ним тоже можем погулять там спокойно. Мне очень нравится, что там одновременно и шумно, и одновременно и очень многолюдно, и весело, и интересно. Постоянно проходят разные мероприятия, и поэтому такое необычное место, где можно насладиться вообще и тишиной, и весельем каким-то, мэджиком. Ну и вообще само географическое расположение, то, что река, это меня тоже очень подкупает, очень мне нравится. В последнее время я очень часто слушаю народных исполнителей татарских, и они мне очень нравятся. Я даже создала свой личный плейлист любимых татарских песен. И одно время, я один раз записывала песню на татарском языке, и вот в скором времени хочу записать для своего сына колыбельную на татарском языке. Свои собственные? Нет, пока только каверы. Вот. Я соблюдаю те традиции, которые мне были даны моими родителями. Отмечать праздники какие-то определенные, какие-то ритуалы. Но ритуалы реже. Вот. Я очень хочу, чтобы мой сын хотя бы понимал татарский язык. Я не знаю, будет он говорить на нем или нет. Конечно, прям идеальная картинка, если бы он говорил на татарском, но хочу, чтобы вот он понимал речь, поэтому я стараюсь с ним разговаривать по-татарски. Сегодня как раз 14 февраля, и поэтому в честь этого праздника я могу сказать: я тебя люблю. Мин сини яратам. Этим летом мы ходили, это даже не пермская, наверное, кухня, это больше коми-пермяцкая кухня. Этим летом я посетила заведение Чоскыткерку, заведение коми-пермяцкой кухни, и там попробовала компот из одуванчиков. Он меня так поразил. Это что-то сладкое, в то же время не приторно-сладкое, очень приятный такой охлаждающий напиток. Мне понравилось. Мне очень нравится, что каждый год в Перми проходят различные театральные фестивали и кинофестивали. Особенно вот Флоартиана, Лампа и Дягилевские сезоны. Мы стараемся хотя бы одно мероприятие, не получается, к сожалению, все мероприятия посетить, но хотя бы как минимум одно посетить с мамой, с мужем, с подругами. Вот. Очень люблю в Перми театры наши, практически. Да, я во всех была, и многие очень постановки смотрела. Я прям в восторге от наших театров, они очень интересные. Была и в Москве, и в Питере, и в Екатеринбурге, и в Казани тоже в театре. Наши театры мне роднее. Мне больше нравятся наши постановки. Очень нравится, как развита культура именно в ПГУ. Я закончила географический факультет в ПГУ, и нравится культура именно студенчества. Я очень рада, что у нас много различных площадок, где студенты могут собираться, обсуждать какие-то новые идеи, ставить те же самые студенческие весны или, может быть, концерты какие-то. Это очень сплочает, мне кажется, ребят. И я очень благодарна именно студенчеству своему, что вот у меня появились новые мои друзья, мои одногруппники. Очень нравится проект «Прогулки по Перми». Очень нравится, и мы часто с мамой, с мужем тоже пару раз ходили на экскурсии по Перми. Они организовывают очень интересные экскурсии, необычные, и даже выезжают за пределы Перми, Пермский край. Вот, наверное, самое такое интересное, что я бы выделила. В целом, пока я мамочка в декрете. А так, я преподавательница английского языка. А география? География — моя любовь. Да, я люблю очень путешествовать. География. Я стараюсь на английском языке, на уроках английского языка привить любовь к детям. Именно любовь к географии.
Мы на примере разных стран, различных национальных кухонь, возможно, рецепты какие-то. Когда вот, допустим, еду проходим, мы с ними обсуждаем какие-то блюда разных стран, допустим, вот как пример. Изучаем народности на английском языке, как они будут звучать. Вот. Пока только так вот у меня с географией связана жизнь, но я надеюсь, в скором времени я начну и больше путешествовать. Важность сохранения традиций именно в том, чтобы передать их нашему будущему поколению, чтобы они знали, чтили все обычаи, все традиции, повторюсь немножко. Это очень здорово, что мы можем обмениваться культурным кодом, можем обмениваться различными языками. Очень важно сохранить именно фольклор. Вот, я думаю, что это очень важная наша миссия, именно как представители различных народов, передать это нашим детям, нашему будущему поколению. Вообще решила поучаствовать, потому что вот пока я училась на географическом факультете, меня всегда привлекала тема именно народов, этносов, проживающих не только в Пермском крае, но и вообще в России в целом. И это здорово, что мы можем, опять-таки, общаться с ребятами на вот таком вот проекте, как ваш. Можем познакомиться, возможно, найти какие-то друзей такой же народности, как и я сама, допустим, тоже татаров или татарочек, с которыми я раньше не была знакома, но пообщавшись, мы можем найти какие-то общие интересы, общие темы. Пока неизвестно, к чему жизнь приведет, но все равно знакомство — это тоже очень важно. Вот. И вообще, я очень благодарна вашему проекту, что вы меня пригласили. Здорово принимать участие.